Чаще всего укладка волос без утюжка подразумевает работу феном и брашем. Круглая расческа. Волосы я помыла, и теперь на хорошо влажные волосы нужно нанести термозащиту. Я сейчас буду использовать вот такой мусс-реконструктор, мусс для уплотнения. Это мусс от Ollen. Реконструктор, к сожалению, сейчас такой мусс в дефиците, но у них есть аналог, который называется мусс-плотность. Сейчас вы видите его на экране. Можете взять такой, он работает точно так же. Термозащиту лучше наносить на хорошо влажные волосы, тогда они лучше распределяются, лучше впитываются, лучше отрабатывают. Вот такое количество возьму. И прям вот таким образом наношу на волосы. Особое внимание уделяю волосам в зоне у лица, кончиком. Начинаю наносить с кончиков и постепенно продвигаюсь чуть выше. То есть основной состав у меня распределяется по кончикам. В корни наносить ничего не нужно. Там у нас волосы молодые, плотные, сильные, крепкие. Поэтому основной состав у нас идет на кончики и на верхнюю часть волос. Дальше обязательно нужно прочесать, чтобы состав еще больше, равномернее распределился. Когда я прочесываю, я очень легко прочесываются, кстати. Если у вас волосы плохо прочесываются, начинайте с кончиков. Берите вот такую расческу гребень с крупными зубьями и начинайте аккуратненько вот так прочесывать с кончиков, постепенно двигаясь вверх. Я вам гарантирую, что волосы вы прочешете очень быстро. Все, я прочесала, и еще потом я делаю вот так. Это еще больше улучшит распределение состава по волосам. Все. Дальше я беру фен и просто просушиваю все волосы без насадки. И сейчас моя задача убрать излишки влаги для того, чтобы сократить время на укладку. Если вы сразу все мокрые волосы начнете тянуть брашингом, у вас вообще ничего не получится. Волосы я просушила до полусухого состояния, примерно процентов на 80. И когда волосы уже вот в таком состоянии полусухом, тогда уже можно приступать к укладке брашингом. Я возвращаю насадку на фен. И сейчас мне нужно прочесать волосы и отделить верхнюю часть волос от нижней. Отделяю я волосы вот таким образом, от уха до уха. Оставляю только затылочный блок. Остальные волосы закалываю наверх. И здесь важный момент: верхние волосы мы должны заколоть с хорошим натяжением, чтобы вот эта вот часть не свисала на нижние. Иначе мы будем подхватывать волосы вот эти верхние брашингом, когда будем крутить. Волосы будут выдергиваться, это будет больно. В целом мешается укладке. Так, я хорошо натянула и закалываю с обеих сторон зажимами. Заколола, натяжение хорошее. У меня брашинг комбинированный, да, с щетиной и с нейлоном. А такой брашинг, он создает хорошее натяжение на волосах. Можно просто подхватывать, тянуть перпендикулярно голове и по окружности вести вниз. Разделяю волосы на две части. Волосиночки маленькие. Прочесываю их прямо на две стороны. Я прям беру вот эту часть затылка, подставляю брашинг, таким образом натягиваю и прогреваю. Если брашинг плохо тянется, то есть вы поставили под корень, закрутили прядочку вокруг диаметра и чувствуете, что она не тянется, просто раскрутите немножечко обратно, назад и потяните. Пальчиками крутим за ручку, по окружности идем вниз. Получается вот такой результат. Давайте еще раз.
Буквально какие-то секундочки мы потратили и получили вот такую шикарную вытянутую прядочку. Сейчас покажу, как это сзади смотрится. Все, я оставила их остывать, я их не расчесываю, не трогаю, оставила их в покое. Выделяю новую часть волос. Верхние волосы хорошо натягиваю, чтобы они у меня не свисали по бокам. Я выделила новую зону, поднялась выше. И давайте с этой стороны с комбинированным брашингом я вам покажу, как сделать прикорневой объем без стайлинга, который будет держаться долго до следующего мытья. Я выделяю прядочку. И так как у меня есть щетина и нейлоновые штифты, то я могу сделать прикорневой начес прямо вот этим брашингом. Смотрите, я прочесываю прядочку, накладываю ее прям с небольшим натяжением на диаметр, на корпус, и вот таким движением прочесываю к корню. И дальше это дело я прогреваю феном. После того, как прогрели, нужно обязательно дать остыть. Либо просто сидеть вот так, ждать минут 5, либо продуть холодным потоком воздуха. Конечно, я сделаю второй вариант. Убираю, получаю вот такой результат. Оставляю в покое и иду на затылок. Давайте на затылке сделаю то же самое. Обратите внимание, как он у меня сейчас висит плоско. Я выделяю прядочку, подставляю брашинг, отступаю от прикорневой зоны примерно сантиметра 3 и подкручивающим движением двигаюсь к корням. Немножечко натягиваю на корпус, держу за ручку брашинг, чтобы он у меня не ездил туда-сюда, и прогреваю теплым потоком воздуха. Обратите внимание, куда я направляю сопла фена. Не на кожу, чтобы мне ее не обжечь, а на корпус брашинга и на волосы. По касательной, по диагонали. Дальше включаю холодный поток воздуха и охлаждаю. Так можно делать не по всей голове, а локально, например, там, где вы хотите создать объем, но не хотите использовать стайлинг по какой-либо причине. Обратите внимание, какой объемчик получился. Выделяю снова прядочки. В этой зоне я буду использовать в прикорневую зону солевой спрей. Потому что мне хочется, чтобы вот эта часть волос у меня была более объемной и не прилипала к коже головы. На зонах закругления головы, то есть там, где голова закругляется, это самая сложная зона для волос, чтобы удержать объем. Обычно на этой зоне они всегда вот так вот прилипают. Поэтому здесь нужна подмога в виде стайлингов, в виде жесткого каркаса, которые будут удерживать верхние волосы. Каркасик должен стоять вот так. Так, я прочесываю. Хорошо натягиваю. Ну, не чтобы прям больно, а чтобы натяжение чувствовалось. Раскручиваю и получаю вот такой результат. Эта щетина создает натяжение, она создает хорошее сцепление с волосами. Оставляю в покое. Эту зону я также прорабатываю солевым спреем при корневой зоне. Можно прочесать. Сделать вот такое движение. И, внимание, сейчас покажу, как поставить макушку. Итак, я нанесла в прикорневую зону солевой спрей. Я беру брашинг с комбинированной щетиной. Оттягиваю прядь волос перпендикулярно к голове. Подставляю брашинг, отступая примерно сантиметра 3-4 от прикорневой зоны. И, прокручивая, создаю вот такой начес. Натягиваю.
Не сильно, конечно. Он и так создает натяжение. Натягиваю, сцепление почувствовала и прогреваю теплым потоком воздуха. Охлаждаем. Прядь холодная. Убираем брашинг. И вот так классно у нас стала макушка. Оставляем в покое, ничего не трогаем. Двигаемся к следующей пряди. И делаем то же самое движение. Отступаем. Так, берем прядочку, оттягиваем перпендикулярно к голове. Подставляем брашинг, прокручиваем, двигаемся к прикорневой зоне. Почувствовали сцепление, натяжение, оставили в покое. Берем фен, включаем теплый поток воздуха. Убираем брашинг. Смотрим результат. Стоит. У нас осталась последняя прядочка. Здесь у меня зона челки. Стоит. И пока у меня это все дело остывает, я буду укладывать длину вот с этой стороны. Беру свой 32 диаметр с щетиной, включаю теплый поток воздуха, подхватываю прядь и просто буду создавать направление по окружности. Не крутится, откручиваюсь назад и прокручиваю. Все, наш небольшой начес его можно прочесать, он легко чешется даже пальцами. Видите, даже расческа вообще не застревает, а все потому, что у нас была использована правильная техника. Эти волосы уже можно расчесывать, они остыли. У нас осталась челка. Так как мы тоже создавали здесь небольшую подушку для объема, корень у нас стоит нормально. Нам нужно направить длину. Ну, для этого я возьму маленький брашинг с щетиной и уже буду работать с длиной. Так как у меня челка длинная, я в прикорневую зону я не лезу. Так как у нас уже там есть техника, я подхватываю по длине, накручиваю на корпус, направляю назад. Смотрите, какой уже объемчик у меня получился. И он управляемый. То есть в течение дня я могу вот таким образом взбивать прикорневую зону, и у меня заново все становится воздушным. Я беру лак и вот таким образом распределяю его. Это очень важно, маленькими пшиками. Чтобы не намочить волосы. Прочесываю. И все волосы направляю на лицо. Объем восполнимый. Смотрите, сверху приглаживаем, чтобы у нас ничего не торчало. Ну, если вы любите волосок к волоску. А снизу восстанавливаем свой объем. Вот и все. И так весь день. Попробуйте, а потом напишите мне в комментариях, как вам результат. Ну и давайте попробуем трансформировать на бок. Допустим, я захотела укладку на бок. Какую-нибудь асимметрию.